Apple создает идеальную форму наушников. Мы можем спорить, насколько она эстетична, но однозначно только то, что по габаритам она минимальна. Все пытаются эту форму удачно скопировать и, разумеется, добавить большую автономность, расширенный функционал и приправить это индивидуальным дизайном. И у Oppo это получилось. Я впервые скажу, они смогли. Я даже скажу больше, они сделали свои наушники немного, но меньше, чем AirPods Pro. При этом у них большая автономность, можно менять громкость прямо с наушников и гибридная система воспроизведения музыки. Функция мультиподключения, пусть и чуть-чуть обрезанная, и так же, как и у AirPods Pro, есть беспроводная зарядка боксов и много всего хорошего, включая проверку прилегания наушников в программе. Но обо всем по порядку. Tube 682, всем привет, вы на канале Пользанет, меня зовут Саня, минимум 5 обзоров в неделю я выгружаю. Ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band'ов 5 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия и мои контакты в описании. В прикрепленном комментарии мой телеграм-канал с промокодами на Алиэкспрессе. И сегодня я расскажу вам о беспроводных наушниках Oppo Enco-X TVS. Пришли наушники довольно быстро. Все упаковано так, что почта не справилась с уничтожением коробки. Вскрывается все просто. Вначале как спичечный коробок, потом стандартно. На коробке основная информация. Из всех вышеперечисленных прелестей в глаза больше всего бросается Bluetooth версии 5.2. Приятно так бросается в глаза. Вскрыли. Внутри бокс для зарядки, наушники, 3 пары сменных амбушюр, кабель для зарядки и инструкция на китайском языке. К слову, у меня китайская версия наушников разговаривает со мной при переключении режимов исключительно на китайском. Все достали. Начнем с бокса. Бокс. Щелчок у крышки более агрессивный, чем у AirPods Pro. Многим может понравиться такой эмоциональный антистресс. Бокс здесь с довольно клевым металлическим ободком. Сам глянцевый. Пластик немного отличается от AirPods Pro, но при этом также быстро царапается. В руке удобен. Люфт у крышки меньше, чем у AirPods Pro. Щелчок, как я уже сказал, громче. Заряжать бокс можно как по кабелю Type-C, так и беспроводной зарядкой. Продаются наушники, кстати, в 3 цветах: зеленом, черном и белом. Бокс емкостью более чем внушительный, на 535 мАч. Заряжается по проводу за 2 часа, по воздуху 2,5 часа. На 4 перезарядки наушников бокса хватает. Надпись DIN Audio внушает законный трепет и доверие. Правда, пока зря, но обо всем поступательно. Размер и вес бокса вы видите сейчас на экране. Также в сравнении с другими топами. Далее, программа. Называется она Hey Melody. Скачиваем ее из интернета APK файлом. Можно также на официальном сайте скачать кастомную версию с форумов. Это сделать обязательно. В стоке, лично по мне, наушники приходят в непотребном состоянии, а программой вы автоматически обновите их прошивку и все пойдет на лад. Скачали программу, подключили наушники, обновили программу. Заметили, что при подключении в шторке телефона во всех моделях можно увидеть оставшийся заряд батареи самих наушников. В программе, кстати, можно увидеть еще и оставшийся заряд бокса помимо наушников. Далее мы берем и настраиваем сенсорное управление. Все удобно, все на английском языке. Здесь есть режим активного шумоподавления, и на данный момент он такой же, как у FreeBuds 3 от Huawei. Обрезает внешние шумы он по минимуму. Звук меняет в худшую сторону. Он здесь в 2 режимах работает, но когда он работает в минимальном режиме, я вообще его не ощущаю. Режим прозрачности тоже по мне печален. Не ужасен, но хуже, чем у аналогов от Huawei и Apple. К сенсорному управлению привыкаешь быстро. Максимум за сутки. Оно здесь адекватное, ложных нажатий у меня не было. Функции. Быстрое переключение между 2 сопряженными девайсами, изменение громкости, выбор режима работы, вызов голосового помощника, плей-паузы и перелистывание треков. Притом нужно будет выбирать, что вам больше необходимо в программе. Все функции сразу в наушники не завести. Есть довольно стандартная, но в то же время полезная функция определения положения наушников в ушах. Вдруг вы амбушюры неправильно подобрали или просто их неправильно вставили. Программа вам подскажет, что нужно что-то поменять. Кстати, в наушниках есть сенсоры приближения, которые работают тоже очень хорошо. И наушники могут работать по одному, притом переподключение между левым и правым наушником происходит практически бесшовно. Вы его не будете замечать, через 2 стены наушники ловят свободно со всеми моими девайсами. Наушники. В каждом аккумулятор на 44 мАч. На максимальной громкости без активного шумоподавления они отработали у меня 5 часов 4 минуты, что лучше, чем у AirPods Pro. По форме они копии AirPods Pro, даже ножка стала чуть-чуть меньше. Есть поддержка кодека LHDC, который поддерживают не так много устройств. Над звучанием Oppo Enco-X работал главный акустический дизайнер компании DIN Audio Даниэль Эммонтс, что, к сожалению, как мы все знаем из нашего опыта, не значит ничего, кроме того, что они вложились в маркетинг по полной. Анимация
Навигация работает, но только с телефонами бренда Oppo. Даже с мобилами OnePlus она у меня не работала. Защита от влаги и пыли скромная, IP54. Спортом заниматься можно, но осторожно. В ушах сидят максимально удобно, из ушей не вылетают. Размеры и вес вы видите сейчас на экране. Под шапкой носить также удобно. Bluetooth версии 5.2 позволяет вообще не замечать задержку. Задержка воспроизведения в лабораторных условиях составляет 94 миллисекунды. По факту ни в YouTube, ни в играх со всеми моими девайсами я ее не замечал, и вы ее вряд ли тоже заметите, если у вас телефон не дешевле самих наушников. Хотя многое зависит еще раз от вашего девайса. Вот пример задержки. Микрофоны. Я бы мог сделать красиво, как большинство на русском YouTube, и добавить только работу в помещении. Но вы и так в курсе, что это не мои методы. Вот пример работы микрофонов. Пример работы микрофонов беспроводных наушников Oppo NKX в помещении. В помещении не идеальная акустика, но в принципе в помещении всегда все работает хорошо. Эти наушники не могут работать плохо в помещении. В помещении беспроводные наушники вообще никакие плохо не работают. Во всяком случае, я таких не встречал. Наверное, только если с неисправными микрофонами за рублей 300. Пример работы микрофонов беспроводных наушников Oppo NKX рядом с дорогой. Мимо меня проезжает маленький Ford. Практически нет ветра. Сейчас будет еще около 2 машин. Это вплотную проехала Octavia, и мимо нее также проезжает сейчас BMW 3 серии. В принципе, никто слишком сильно не разгоняется. Идет снег, слякоть. Вот так примерно вас будут слышать собеседники, если вы будете стоять у дороги. Если будете идти при не сильном ветре, то будут слышать примерно вот так, опять же рядом с дорогой. Разговариваю не громко. Так что именно усиливает шумодав ENC, вы сейчас можете услышать. По мне, микрофоны на улице просто ужасны. Возможно, исправят работу в будущих прошивках, как исправили звучание, но я в лучшее верю редко. Звучание. Из коробки они звучат хуже, чем даже Oppo W51, который в 2 раза дешевле. Но не будем о первом опыте, после обновления запас громкости, как у маленьких колонок, становится. Звучание с максимально возможным для ТВС объемом, но настолько хорошо они справляются со средними и высокими частотами, насколько посредственно они выводят бас. Низкие частоты здесь не просто обрезаны, они по мне вообще обезличены, без напора, панча. Сухие и скучные, как в ТВСках за $50, хотя это опять же сравнение со старшими братьями по цеху. А для своего ценника, в принципе, они звучат неплохо, но хуже, чем Huawei FreeBuds Pro и хуже, чем AirPods Pro однозначно. Цену вы можете посмотреть по ссылке в описании к видео, озвучивать я ее не буду от того, что она перманентно падает. Я изначально их покупал на 20% дороже, чем они сейчас продаются. У корпорации BBK вообще фетиш выкидывать на рынок все по оверпрайсу, и что зашло, этот оверпрайс оставлять, а что не очень, скидывать в 2 раза. Здесь, я думаю, они цену конкретно скинут в перспективе. Резюмирую, советую владельцам телефонов Oppo и больше никому. Ну максимум, если у вас телефон одного из их брендов BBK, и вы купите наушники процентов на 20 ниже, чем Huawei FreeBuds Pro. С iPhone и Pixel 4 играли, по мне, они хуже, чем с другими телефонами. Лучше всего играли они с Huawei P40 Pro и OnePlus 7T Pro. Заиканий, фризов и отвалов не было вообще, можете хоть в задний карман телефон класть. Опять же, не бюджетник, потому что очень много всегда зависит от того, с какого устройства вы воспроизводите музыку. Bluetooth имеет значение. С Huawei P40 Pro и OnePlus 7T Pro после игры с эквалайзером они выдавали очень приличный звук, но это уже для тех, кто умеет или любит копаться в настройках. А в стоке, не думаю, лучше брать что-то другое. Подписывайтесь на канал с колокольчиком,
Телеграм, добавляйтесь в Телеграм-канал со скидками в прикрепленном комментарии и промокодами для Алиэкспресса. Пишем, что еще купить на обзор, приходите на стримы по воскресеньям, отвечаю на вопросы и рассказываю что-нибудь интересное из техножизни. Скоро Черная пятница, и то, что я не успел купить в день холостяка, я планирую купить 23-го. Может, чего друг другу посоветуем как раз на стриме. Спасибо за просмотр, девайс сюда или нет, пользу не отдаст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.